Всем привет, дорогие друзья! Новогорск, день второй. На льду уже разминаются лучшие юниоры страны и готовятся показать нам свои произвольные программы. Давайте скорее смотреть! Музыка «Жар-птицы». У меня, конечно же, уже все внутри, все переживания, все воспоминания. Так, мне кажется, с любой музыкой, под которую ты когда-то катался. Начало сезона для Вики не помеха, она сразу же идет на свое традиционно невероятное количество элементов ультра-си. Уже исполнила тройной аксель, четверной сальхов. Была попытка исполнить тулуп, пока неудачно, но это лишь начало сезона. Заявка-то уже какая? Будем смотреть, что нас ждет дальше. Еще один четверной сальхов, пожалуйста. Получите, распишитесь. Сейчас мы уже могли увидеть новые правила, потому что раньше такой каскад, например, как Вика только что исполнила, сделать было нельзя, но теперь Ойлер не считается прыжком, и можно исполнить вот такую вот насыщенную сложную комбинацию. В прошлом сезоне мы не раз упоминали, что Вика начинает очень так искренне, открыто улыбаться под конец программы, когда все прыжки уже закончились. И очень радует, что в этом сезоне эта фишка тоже осталась. И в короткой, и в произвольной программе под конец мы видим прекрасную улыбку Вики. Вика, привет! Расскажи нам, как проходило твое межсезонье, что у тебя нового за это время произошло? Ну, у меня все хорошо, ничего нового, просто готовились. Были какие-то, может быть, сложности при восстановлении или все вот вообще? Ну, все нормально. Все хорошо, Да. все по плану. Да. Новые программы, кто ставил, как работали над ними? Ставил Георгий Владимирович Кахилюк. Мы просто работали, старались сделать что-то новое. Мне очень нравится произвольная программа, короткая тоже очень нравится. Какой вердикт по контрольным прокатам? Довольна, недовольна в короткой Для первого произвольной? старта нормально. Чем довольна? Что смущает? Какие Ну, в недочеты? короткой не надо было так сделать, в произвольной, ну, пойдет. Надо было так делать, это падать с прыжка? Или нет, бабочку ты сделала? Бабочку, да, я сделала. Что тренеры сказали? Сказали, что так не надо делать. Ну, тоже вполне логичный вывод в целом. Ну, желаю, чтобы тогда в сезоне все получалось и все было как надо. София уже вчера нам рассказала, что в своей произвольной программе она будет катать матрицу, образ Тринити. В последние сезоны, мне кажется, мы больше видели Софию в таких нежных образах, более балетные постановки. Точно так же и в короткой программе. Браво, четверной тулуп. Шикарно сделан, очень уверенно. А в этой программе, я думаю, что София покажет себя с иной стороны. Очень интересно это посмотреть. Сразу видно, что самой Софии очень нравится ее программа, она ее катает с такой энергией, с такой отдачей. Ну и, конечно, с ее пластикой. Это просто стопроцентное попадание в образ. Я в восторге от программы. И действительно, Софии очень разные образы подвластны. Это было очень классно. Поделись своими впечатлениями от проката вообще. Я продолжаю работать над этой программой, продолжаю ее совершенствовать, потому что пока я представила, можно сказать, черновой вариант. Нужно добавлять больше стилистической хореографии, как раз-таки относительно современной. Добавлять больше эмоций, настроения, чтобы зритель почувствовал, как будто бы он
находится в самом фильме. Ты вчера говорила, что еще только идет процесс набора формы, но при этом сегодня прекрасный четверной прыжок показал, насколько сложно вообще было его восстановить после отдыха. Процесс, опять-таки, набора формы, он продолжается, потому что вот пока что четверной, опять-таки, только один. Я не сразу после возвращения из отпуска начинаю восстанавливать четверные, поэтому я спокойненько там набрала форму сначала на тройных. Соответственно, когда уже почувствовала уверенность и физическую готовность, пошла на четверной. Он, в принципе, получился довольно быстро. В этом году довольно сильные изменения в правилах к произвольной программе. Можешь нам вот на практике рассказать, чем отличается сейчас правило от прошлогодних, например? Количество прыжков, каскады, хореовращения. Да, у нас сократился прыжковый контент. Теперь в произвольной программе мы исполняем 6 прыжков. Уменьшилось количество каскадов, и ойлер у нас теперь не считается как прыжковый элемент. Как мне показалось, из программы у меня пропал, получается, двойной тулуп только. Так все остальные прыжки, получается, они немножечко как бы поменялись местами, но сохранились. Вот. И мне очень нравится внедрение хореовращения. Мне кажется, что это поле для фантазии. Есть где поэкспериментировать, где-то показать свои навыки, которые, ну, так сказать, нельзя было использовать в строгом техническом контенте во вращениях, который был там, предыдущие сезоны. Тебе кажется, что скорее в плюс идут эти изменения в правилах? Тебе больше нравится так или, может быть, как было до этого? Ну, хореовращение мне точно нравится. А насчет остальных изменений... То, что прыжков меньше. Есть такое, что чуть легче стало произвольную выкатывать или нет такого? Наверное, да. Я думаю, что глобально будет легче. Хорошо это или нехорошо? Не знаю. Я принимаю этот факт как есть. Это правильно. Удачи тебе в сезоне. Спасибо. Очень уверенное начало с тройного акселя. Второй тройной аксель. Тоже чисто. Тулуп тройной, но мы прекрасно понимаем, что на контрольных прокатах не обязательно сразу весь свой контент показывать. Это пока что еще не соревнование. Никто никакие места не занимает. Это как раз-таки больше возможность показать новые постановки, программы. А прыжки добавятся именно уже к главным стартам, несомненно. Четверной Сальхов. Лена, поздравляем тебя с окончанием этих контрольных прокатов. Перед короткой ты говорила, что вообще абсолютно не нервничала, рабочий прокат, а перед произвольной, где столько элементов ультра-си, тоже не нервничала или как-то иначе было? Спасибо за поздравления. Много элементов ультра-си, для меня это обычный набор сейчас был, вообще простой. Всего 2 акселя и сальхов. Обычно я катаю 2 сальхова, 2 акселя тулуп. Надо было себя настроить просто, чтобы собраться и прокатать, потому что давно не стартовала. Межсезонье прошло, первый прокат. Может быть, доля волнения проскочила, но она сразу же ушла после первого прыжка. А решили сейчас не твой максимальный контент сразу показывать, это просто приберечь силы, или пока еще это в процессе наработки этот контент идет? Какой самый сложный вариант ты сейчас на тренировках катаешь? Я катала вот этот вариант, еще мы в связках нарабатывали и 2 сальхова, и аксель тулуп пробовали. Но решили пока сделать такой контент, потому что максимум все-таки нужно будет показывать не здесь. Это просто такой тренировочный прокат, поэтому мы решили здесь откатать именно так. И еще я не делала каскады. Честно, не знаю почему, но мне так сказал Евгений Викторович, поэтому я его слушаюсь. Лишних вопросов не задаешь. Если что-то сказали, Да. ты просто выполняешь, да? Да. Уже успели с тренером как раз-таки или с Федерацией прокат разобрать, что тебе сказали про программы новые? Программы чуть лучше, чем, по шагам уже лучше, чем в прошлом сезоне.
но все-таки я делала пока сальхов с обычного, в дальнейшем он будет также со сложного захода. Аксель будем еще укорачивать заходы, вообще, в принципе, убирать беговые. Но мы желаем тебе удачи, крепкого здоровья, и чтобы в этом сезоне все было так, как ты запланировала. Спасибо. Четверной сальхов от Арсения. Ридбергер. Арсений очень многогранный спортсмен, и, конечно, можно только восхищаться тем, что в короткой программе он катается с таким надрывом под такую экспериментальную музыку, а здесь в произвольной такую довольно классическую композицию. С таким одухотворением он делает каждое движение, с четким пониманием. Нету бессмысленных движений, в принципе, в его программе. И то, что он может такие разные характеры так точно передавать. Четверной тулуп. Вытащил. Тройной аксель. А еще, вы знаете, очень радует, что бы ни менялось в жизни Арсения, всегда остается его характер бойцовский. И та подача, с которой он катает свои программы. Это, конечно, уверенность, которая чувствуется вот и из-за бортика. Я уверена, что и через экран тоже. Ты обычно, когда выходишь на лед, говоришь, что практически не нервничаешь, и от тебя всегда уверенность, мне кажется, за километр идет просто. Мне интересно, ты вот взрослеешь, у тебя появляются разные мысли. Настрой на прокат, он меняется? Или всегда вот как было, как раньше, так и сейчас? Да, у меня меняются подходы с каждым сезоном. В том сезоне я сильно волновался. Ну, не сказал бы, что сильно волновался, сказал бы, что не получалось концентрироваться хорошо. Сейчас у меня это хорошо получилось. Сейчас спокойно настраивался или, может быть, нервничал? Спокойно. У тебя очень разные контрастные образы, как мы вчера обсуждали, в короткой и в произвольной, и при этом ты настолько драйвовый в короткой, и настолько одухотворенно катаешься в произвольной. Тебе вот душа к какому образу лежит? К обеим образом лежит. И там ты чувствуешь себя органично, и в короткой, и в произвольной. Вчера после короткой вы с Алексеем Николаевичем стояли очень долго у бортика, смотрели всех остальных, о чем-то разговаривали, обсуждали других ребят, или, может быть, про разбор проката был? В основном мы свой прокат обсуждали. Что говорила, если не секрет? Доволен работой, дальше двигаемся. Очень уверенное начало, четверной флип, четверной луц, третий четверной. Ребята на самом деле в очень хорошей форме находятся для начала сезона. Лев, как всегда, не оставляет себе права на ошибку, каскад во второй половине. И опять мы видим каскад по новым правилам. Это был луц, Оллер, сальхов и двойной аксель. Раньше такую комбинацию исполнять было просто невозможно по правилам. Конечно, невероятно. Первый и единственный тройной прыжок в программе Льва Лазарева. Находиться в такой форме в самом начале сезона, а потом держать ее весь год, не понижая планку, это, конечно, колоссальная работа. Лев, мне показалось, что в конце программы из-за небольшой помарки ты как будто так расстроился, что забыл, что 5 четверных только что выехал. Расскажи сейчас у тебя уже, какие впечатления и эмоции от твоего проката? Я доволен прокатом, на самом деле, несмотря на то, что я упал со слайда, потому что я катал мастерские программы, и я рад, что у меня довольно хорошо получилось их прокатать, по крайней мере, по прыжкам. И сегодня я в прокате почувствовал, что я катал более свободно, чем вчера, но над слайдом я еще буду работать, потому что на тренировках я с него тоже периодически падаю.
А вообще новые правила, они насколько повлияли на программу, вот сравнивая в прошлом году и в этом? Над чем пришлось поработать, что изменить? Во-первых, мы очень долго придумывали хореографическое вращение. Вот, и мы будем его снова, скорее всего, доделывать, потому что сказали специалисты, что нужно сделать что-то поинтереснее. Сказали, что заход, если он будет получаться, то он хороший, многообещающий. Вот. А вращение пока что довольно не скучное, но сказали, что нужно что-то посложнее. После проката уже успел с кем-то поговорить, с кем-то поделиться. Сейчас не было прямой трансляции, как обычно, нельзя за вами следить. Кому первому вот ты рассказываешь, как все прошло? Сегодня я сначала написал друзьям, вот, потому что они мне сами начали писать, спрашивать, как я прокатал, как у меня дела. Вот, потом я позвонил маме и папе. А до проката тебя никто не трогает, или ты всегда со всеми на связи, поддержка какая-то? Ну вот, я только разминаюсь я сам. Вообще, в целом, я хожу один перед прокатом. Вот, иногда только с друзьями разговариваю, вот, пока разминаюсь. Угу. Но есть такое, что как будто энергию чуть в себе копишь, или ты спокойно можешь со всеми коммуницировать, на тебя это не влияет? Когда как. Иногда я прям не могу ни с кем разговаривать до проката. Иногда, наоборот, нужно с кем-то поговорить. Даша, Ваня, привет. Прошли для вас контрольные прокаты, такая важная точка отсчета. Как вы вообще оцениваете вот на данный момент свою форму, то, как вы здесь выступили? Оцениваем хорошо, выступили мы достойно. Пока немного не дотягивает физическая подготовка, а так прокаты были хорошие. Есть куда расти. Как вообще проходило межсезонье, ваша подготовка, над чем больше всего работали, на что акцент делали, как постановки программы проходили? Работали, как всегда, над техникой, над скоростью, ну и, конечно, подачей эмоций. Постановщик Сергей Сергеевич Плишкин, наш тренер. Вот, он все ставил, и все идеи музыки он искал и все компоновал. Танго, наверное, для нас это эксперимент, мы его еще не катали, пока пытаемся вжиться в образ. И по поводу танго мы не сразу, у нас была четкая картина, грубо говоря, истории, кого мы катаем и какая вообще в целом суть. И только через некоторое время оно само по себе как будто стало зарождаться. А насколько вообще важно, когда катаетесь, понимать, что именно вы катаете, какая подача, какая эмоция, какой жест, какая история у программы? Или, в принципе, можно это просто натренировать и... Ну, мне кажется, в танцах на льду это особенно важно, потому что без понимания образа ты не сможешь показать все, что нужно. Как вы сами себя оцените на этих прокатах? Какую вы, может быть, оценку себе поставили за короткую, за произвольную программу? Прокаты неплохие. Наверное, короткий 5 из 10, а произволка 8. Да? Довольно самокритично. А почему в короткой так сильно порезали себе оценку? Там немножко надо доработать еще по танцу самому. Еще физики не хватает. А в произвольном 2? Что еще нужно добавить, чтобы 10 было? Все ярче и чище. Уже успели поговорить с тренерами, с федерацией? Какие впечатления о программе? Еще мы ничего не успели, только после проката, когда вышли, там тренеры подбодрили, сказали, молодцы, сегодня лучше, чем вчера было, так что, в принципе, довольны. На сегодня план выполнили. Будем готовиться на следующей неделе уже к открытым контрольным прокатам.
сейчас впечатления, первые эмоции от ваших прокатов? Мы довольны, потому что показали 2 чистых проката. Это была первостепенная задача. Уже после короткого получили какие-то комментарии, знаем, над чем работать. Над произвольным тоже скоро все узнаем и будем исправлять. И так на данном этапе все отлично. Когда вы сами катаетесь, вы можете во время проката оценить, например, у вас там вот по уровням, там, я сейчас на этот уровень сделал, сейчас на этот, здесь не дотянул, или в распечатке все равно сюрпризы какие-то бывают? Нет, ну, конечно, Нет, конечно, можешь оценить, да. Ты понимаешь, что примерно тебя ждет. И сюрпризы тоже бывают, но в большинстве случаев сам уже понимаешь, что ты делаешь, В что не процентном делаешь. соотношении, как часто сюрпризы возникают и какая часть, наоборот, четко можешь оценить? Ну, сюрпризы редко. Да. Иногда едешь, думаешь, вау, какой моухок, прям возьмут точно. Вот. Иногда совпадает, иногда нет, но чаще то, что мы как и думали, в общем, получается. А вообще, если брать программу, какая у вас любимая часть, что тяжелее всего дается, какие-то элементы, может быть? Ой, моя любимая часть в этом сезоне в произвольно медленная. Мне прям нравится дорожка шагов. Да, согласна. Какая у нас получилась. Наверное, моя любимая часть. А так... А самый, может быть, который тяжело дается, какой-то элемент или момент в программе? Ну, самое тяжелое, на удивление, не элемент, а связка после твизлов. Вот она нам прям тяжело дается. Ну, да. Прокатина ничего, немного. накатывается. Немного уже и легче становится. Контрольные прокаты позади. Кто что чувствовал во время короткой, произвольной, после довольной, недовольной? Чувствовался адреналин, потому что не выступали, все равно отдыхали, нарабатывали форму. Честно, я очень доволен этими прокатами. Вот, мне очень нравятся наши программы на этот сезон. Я еду, прям получаю удовольствие. Вот, хотелось бы, лично мне еще поработать над какими-то эмоциями, где-то больше улыбки добавлять, где-то взгляды и так далее. Но это лично моя работа, и я хочу по ходу этого сезона улучшаться вот именно в этом плане хореографическом. Можете еще рассказать про свои программы в этом сезоне? Короткая, произвольная? Короткую программу мы катаем Индию, а произвольную у нас 2 музыки в пещере Горного Короля и Ночь на Лысой горе. Насколько вам близки эти образы или, может быть, какой-то тяжелее дается? Мне очень близка короткая программа, потому что я в одиночке все время что-нибудь такое задорное катала. Мне нравится и короткая, и произвольная. Когда нам сказали, что у нас будет индийская тематика, я немножко так сначала подумал, смогу ли я вообще. Потом в процессе, когда начали уже ставить программу, и мне реально начало заходить, так сказать, и постановка вышла очень хорошая, и поэтому мне нравится и короткая, и произвольная. А у вас вообще есть возможность сказать, например, вот это не нравится, может быть, еще какие-то другие варианты посмотрим? Или тренеры сказали и беспрекословно катаем то, что сказали? Наверное, наши тренеры больше говорят нам, по что мы будем катать. В процессе постановок мы можем, конечно, предлагать что-то свое, где-то, чтобы здесь поудобнее, там где-то что-то поменять. Вот, поэтому все равно разговариваем с тренером и все-таки нам катать программу. А кто из вас перед соревнованием, например, больше нервничает? Кто какое-то спокойствие, уверенность вселяет? Вы вообще насколько похожи в этом или, может быть, разные абсолютно? Не знаю, я на старты выхожу обычно спокойно, без нервов. Просто выдыхаю и катаюсь в свое удовольствие. Лично я могу попереживать только в номере, лежа. Перед прокатом, когда уже выхожу на 6-минутку, понимаю, что все готово, все элементы есть, что переживать. Вот, и дальше уже как-то спокойнее. Меня именно вот этот момент ожидания больше как-то начинает нервировать. А настраиваетесь вы вместе на прокат или как-то каждый сам по себе? Я могу что-нибудь сказать, где-то, может, юмора добавить, разбавить обстановку. Вот, а так, чаще всего, да,
по отдельности настраиваемся, вот, но при этом вместе. Контрольные прокаты позади. Мы увидели новые программы наших сильнейших юниоров, так что обязательно делитесь своими впечатлениями и до новых встреч!